Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Кухня Эвелин. Скоро Светлая Пасха, наш Великдень, и в преддверии праздника мы приготовим самый волокнистый и сочный кулич-бриош. Волокнистая сочная структура выдает высокий уровень выпечки. Такая текстура мякиша получается благодаря секретам правильного замеса. Если вы хотите получить действительно отменную выпечку, тогда этот бриош точно для вас. В процессе я расскажу все секреты приготовления и объясню, почему нужно готовить именно так. Я начинаю, а вы обязательно сохраняйте рецептик и подписывайтесь на канал. В первую очередь заливаем цукаты горячей водой и алкоголем. Я буду использовать вяленую клюкву, изюм и цукаты. И заливаем горячей водой 80 мл. Столько же наливаем и рома. 80 мл. Накрываем пищевой пленкой и оставляем цукаты набухать, пока мы будем готовить опару и работать с тестом. Готовим опару. Добавляем 150 мл теплого молока, теплого, не горячего, 1 столовую ложку сахара и 20 грамм живых прессованных дрожжей. Если вы будете использовать сухие быстрорастворимые, тогда используйте 6 грамм. Перемешиваем дрожжи в молоке. Можно сразу руками раскрошить. И добавляем 6 столовых ложек муки. Муку берем из общего количества. Всего муки нам понадобится 500 граммов. Все, теперь перемешиваем. Опара должна получиться тестом, как на оладьи, густенькая. Еще добавлю немножечко, так как добавляете с горкой. Должно быть немножечко гуще. О, вот теперь уже больше похожа консистенция. Вот такая вот консистенция должна получиться. Накрываем пищевой пленкой и оставляем, чтобы она подошла в 2 раза. По времени это примерно до 40 минут. Старайтесь, чтобы в помещении было тепло и не было никаких сквозняков. Пока подходит опара, подготавливаем другие ингредиенты для теста. Снимаем цедру с 1 апельсина и 1 лимона. Нужно снять только цветной слой. Вот этот уже беленький, мы его не снимаем. Это придаст нам очень хороший аромат выпечки. Все сняли, и теперь с лимончика. Точно так же. И накрываем пищевой пленкой, чтобы не выветрился аромат. Яйца и масло обязательно должны быть комнатной температуры. Прошло 40 минут, опара очень хорошо подошла. Вот такой вот шапочкой взялась. И теперь начинаем готовить основное тесто. В отдельную миску просеиваем муку. Муки общего количества всего 500 грамм, но так как мы взяли от него 6 столовых ложек, поэтому у нас 400 грамм получается муки. Всю муку просеиваем в миску. Всыпаем 180 грамм сахара, щепотка соли и 1 пакетик ванильного сахара. Добавляем 1 столовую ложку меда. Мед в куличи добавляется для того, чтобы выпечка оставалась мягкой и долго не черствела. Вместо меда можете добавить 1 столовую ложку коньяка либо рома. 3 желтка и 2 яйца. Далее замешиваем тесто. Нам понадобятся крюки для теста. Можно вот таким вот венчиком с крюками, а можно тестомесом. Как у вас что есть. Нужно перемешать до соединения всех ингредиентов вместе. Удобнее всего, конечно же, перемешивать такое тесто тестомесом, но когда у меня его не было, я вымешивала вот таким вот миксером с крюками, и все получалось отлично. Руками такое тесто также можно вымесить, но нужно использовать технологию отбивания теста. Такую технику замеса можете посмотреть в интернете. Так как у меня есть тестомес, я просто вам крюками показала и дальше буду вымешивать тестомесом. Но вы можете продолжать весь замес делать такими вот крюками миксером. Вымешиваем на небольшой скорости 5 минут. Ну и этим миксером тоже, если вымешиваете, точно так же 5 минут.
Если на этом этапе замешивания тестомесу тяжело перемешивать массу, добавьте 1 столовую ложку апельсинового сока. Если все хорошо вымешивается, сок можете не добавлять. Вот такая консистенция теста должна получиться. Добавляем подошедшую опару. Тесто с опарой вымешиваем 10-15 минут. Либо тестомесом, либо же вашими крюками, вот такими вот миксером. На этом этапе тесто должно получиться однородным, гладким и блестящим. Если вы замешиваете ручным миксером крюками, тогда спокойно выключайте и делайте перерывы, если устали держать. Либо переживайте, чтобы техника сильно не напрягалась. Это замесу не повредит. Через 10 минут видно уже, что тесто больше собирается в комок во время вымешивания. Это очень важный этап для соединения ингредиентов, потому что это играет первостепенную роль в формировании правильного мякиша бриоша. Далее масло не холодное, то есть комнатной температуры, и добавляем по кусочку сливочного масла. Также будем вымешивать примерно 10 минут. Как только вмешался первый кубик масла, добавляем следующий. И так постепенно, пока не закончится все масло. За это время тесто станет еще более гладким и практически не липнущим к рукам. И когда при замесе ощущаете, что тесто собирается в однородный гладкий комок и при перемешивании крюком тянется эластичными волокнами, значит тесто идеально вымешано. Вот такое вот тесто должно получиться. И теперь добавляем туда цукаты. Их нужно отбросить на сито, чтобы стекла лишняя жидкость. Добавляем цедру, которую мы уже натерли с лимона и апельсина. Цедры у меня прям вышло очень много, но я добавлю все равно всю, потому что она дает очень-очень классный аромат. И высыпаем цукаты. Снова вымешиваем тесто буквально пару минут, чтобы хорошо вмешались цукаты в структуру теста. Все, вмешали цукаты, тесто готово. Вот как оно выглядит. На этом этапе уже тесто не липнет к рукам. Долгое вымешивание – это именно то, что нужно бриошу. Готовое тесто нужно, чтобы увеличилось в 2 раза. На это уйдет примерно 2 часа, но оно может увеличиться и за час. Все зависит от температуры в вашем помещении. Накрываем пищевой пленкой, обязательно для циркуляции воздуха. И сверху еще накрываю полотенечко. И все, в таком состоянии оставляем его подходить. Без сквозняков, без холодной температуры, то есть тепленько, хорошо в помещении. Это очень важно. Тесто подошло. Как видите, увеличилось примерно в 2 раза. Так как в комнате температура у меня была не такая теплая, как нужно для подхода теста, я поставила в духовку и поставила рядышком горячий стакан с водой. И тесто прям начало очень быстро расти. Попробуйте тоже, так может вам понравится. Итак, формуем пасочки. Я смажу немножечко руки растительным маслом, чтобы удобнее было формировать. И берем формочки для пасок. У меня 110 на 85 мм, 300 грамм. Получится примерно 3 штучки. Начинаем. Тесто формуем обязательно только руками, без использования ножей, шпателей, чтобы не нарушать текстуру теста. Отщипываем целостный комок и формуем из него шарик. Главное, чтобы он сверху был гладенький и круглый. Так. Наполняем на 1/3 теста. Последнюю паску я формировала, смазав руки водой. И так намного удобнее, чем маслом. Но ни в коем случае не используйте муку, она забьет тесто. Вот так вот. И стараемся сформировать вот такой вот шарик, чтобы сверху было вот так. Вот так вот. И кладем. Получается либо 3 штуки 11 на 85 и одна маленькая, либо 4 11 на 85 сантиметров, но одна будет немножечко ниже. Получилось 4 вот таких вот пасочки. Нужно отправить на расстойку. Ставим на решетку. Накрываем пищевой пленкой либо полотенечком и ставим в теплую, не горячую, теплую духовку
на расстойку. Нам нужно, чтобы они подошли до верха оставалось 2 сантиметра, либо 1 сантиметр. Затем мы не будем их доставать уже с духовки и сразу включим 180 градусов. Так, смотрите, уже бриош подошел. Если есть время, можете подождать, пока подойдут до самого верха. Это еще плюс 30 минут. Тогда они будут еще более воздушными. Но у меня уже почти 12 ночи, и я уже на этом этапе буду выпекать. И не забывайте, что сформированные бриошные куличи нельзя перемещать, потому что они могут опасть. Убираем полотенце, включаем духовку на 180 градусов на 35 минут. Если вы видите, что первые 10 минут куличи уже очень хорошо зарумянились, тогда убавляйте температуру на 170-160 градусов и допекайте. И еще очень важный момент, готовность проверить шпажкой не получится, потому что шпажка все равно будет выходить не абсолютно сухой, так как этот кулич-бриош получится достаточно сочным и влажным. Давайте приготовим быструю белковую глазурь для кулича. Нам понадобится 1 холодный белок, 1 столовая ложка лимонного сока, и 100 грамм сахарной пудры. Взбиваем, начиная на низких оборотах, постепенно увеличивая. Вот такая вот глазурь должна получиться. Украшаем верхушки глазурью. Можно окунуть прямо в глазурь, а можно ложкой сделать красивые подтеки. Очень тяжело держать руками бриош, потому что они даже остывшие просто сжимаются в руке. Настолько они мягкие. Бумажные формочки можете не снимать, я сняла специально для видео, а в формочках они будут дольше оставаться мягкими и свежими. Сверху посыпаем кондитерской посыпкой. Какая вам больше нравится? Мне посыпка вообще никакая не нравится, я больше за сухофрукты и кокосовую стружку. Но если у вас есть ребенок, вряд ли вы это ему докажете. По-моему, симпатично, да, получается? Может, немножко еще эти как украсить? Можно. Это что-то некрасиво получилось. Кулич или паска, я люблю пасхой называть. Главное это бриош, готов. Просто посмотрите на эту невероятную структуру теста. Волокна непрерывно тянутся, оставаясь при этом воздушными и мягкими, как пух. Цедра, ваниль, ром придают просто волшебный аромат. Ну и еще самый важный показатель – она не сухая, а умеренно сочная и влажная. Такой пасхальный бриош исчезает просто мгновенно, а всех, кого я угощала, просят поделиться рецептом. Ну и главный ингредиент, который не купить в магазине, но обязательно нужно добавить во время приготовления. Это ваше хорошее настроение. Ну что, уже наконец-то можно попробовать. Эту, которую мы на видео показывали вам текстуру, я уже хочу ее очень попробовать. Наконец-то вот эта вот невероятная волокнистость. Пора попробовать на вкус. Это вкуснее всех пасок, каких я ел. Сейчас я вот это доем, и я скажу, что я думаю. Я просто не могу, когда так вкусно, что-то говорить. Это просто вообще, я не знаю. Так, все, я попробовала, распробовала. Что вам сказать? Это просто божественный вкус. Волокнистая структура, сочная, нежная, насыщенный такой вкус, аромат всего того, что мы добавили. Это прям, ну, очень вкусно. Самое интересное, это вот эта текстура волокнистости, которая дает свой особый вот такой невероятный вкус. Но и при этом он не сухой, а очень сочный и влажный. Это вот самое главное качество. Я очень советую к приготовлению. Особенно если у вас есть тестомес, тогда оно будет замешивать за вас, а вам нужно только добавлять ингредиенты. Так что если вы хотите приготовить настоящий бриош, это вот именно тот рецепт, который заслуживает внимания. Обязательно попробуйте приготовить вот это вот невероятное чудо. Я уверена, вам очень понравится. Здесь все в идеальном сочетании. Всем спасибо за просмотр. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и пишите ваши комментарии. Как вам рецептик? Всем пока. Пока-пока. Пока-пока. Какую на Пасху приготовить? Вот эту. Прям мягкая. Мягче, чем панеттоне даже. Да ладно. Угу.
Так это что, самое лучшее? Мгм.